Сегодня разберем характеристики энергии огня, эмоции и влияние на характер. Приветствую всех! Это уже второй видеоролик из цикла «Качество характера». Первый обязателен к просмотру, а вдруг это про вас. В первом ролике я вам рассказывала, как увидеть в своей натальной карте энергию дерева. Давайте быстренько повторюсь применительно к энергии огня. Находим любой калькулятор Бадзи, вбиваем свои данные по рождению и ищем в натальной карте иероглифы красного цвета. 2 и более дают в характере все то, о чем мы сегодня будем с вами говорить. Быстренько поставьте на паузу, проделайте манипуляции со своими данными, или с данными своих близких. Итак, по кругу порождения энергия огня рождается от энергии дерева. Воображаем, для разведения костра огня нужны дрова, то есть дерево. По полярности, как я уже говорила, все энергии делятся на янские и иньские. Иньский огонь можно представить в виде свечи. Чего не любит такой огонек? Ветра, сквозняка, потому что это для свечи опасность. Есть риск потухнуть, и это очень важно, не перестать гореть. Также важно, чтобы и фитилек, и вот эта вот восковая ножка тоже продолжала быть, поддерживать этот огонек. Такой огонь лучше всего виден ночью, соответственно, и пользы тоже больше в период, когда нет дневного света. Такой маленький огонь создает уют, располагает к душевным беседам. Янская энергия огня сравнима с солнцем. Вспоминайте, как приятно греться в теплых лучах, либо наблюдать, как с рассветом распускаются бутончики у цветов. Это видно и ощутимо всем. Такая, скажем так, радость общая и красота. Вообще огонь – это про красоту, про проявление. А чего же боится янский огонь? Темноты, туч, тумана. То есть того, что закрывает его прекрасное сияние. И страх, что никто не сможет насладиться его светом. В то же время эта яркая забота может слишком проявляться. И тогда может быть засуха, проблемы со здоровьем, ожоги на теле. Можете смело воображать любые природные картинки янской или иньской энергии огня. Я только за. И вот теперь мы перенесем с природы на человека, то есть на наш с вами характер, эти качества огня. Вернитесь к своей натальной карте и посмотрите, где и сколько у вас именно красных иероглифов. И давайте разберем качество характера. Помните, чем больше красных иероглифов, тем больше и сильнее они проявляются. Первое и самое главное качество огня, в принципе, в целом, это повышенное чувство справедливости. Человек с янским огнем готов делать для всех, а иньский сопереживать за всех. То есть, например, вам, как человеку янского огня, ребенок говорит о том, что его обижают. Вы тут же вспыхнули, понеслись на разборки, подключили связи и сделали даже больше, чем было надо. Если вы человек иньского огня, то сначала посочувствовали, утешили ребенка и только потом вступили бы в переговоры точно так же душевненько с тем, кто обижает. Улавливаете разницу подхода? Реакция на ситуации, она также отличается. Янские быстро реагируют и быстро теряют интерес. Иньский, он суперчувствительный. Он также быстро ловит реакцию, но не показывает, а переваривает в себе внутри. И если ваш ребенок имеет много красных иероглифов, то 100% он непоседа и быстро теряет интерес, и также быстро его находит. То есть постоянно лезет,
легко может забросить только что с боем просившее у вас, да. В отношениях люди янского огня более открыты, чем иньские, но могут залюбить, так скажем, и сильно обжечь своей заботой. Иньские тревожатся по любому поводу и в основном наедине с собой. Они боятся поделиться со второй половинкой, и как раз-таки именно это дает такое непонимание, ну и, соответственно, конфликты. В стрессовых ситуациях янские более устойчивы, потому что даже если туча скроет солнце, оно все равно взойдет на рассвете, а вот иньское качество не дают быстрое восстановление. Помните, что свечке нужна вот эта вот восковая ножка, и если эта ножка сломана, то огоньку заново разгореться сложно. Поэтому, если вы здесь увидели себя, всегда имейте опору в виде конкретных людей рядом с собой, на которых в случае стресса можно положиться. И если говорить о сезоне, то огонь – это, безусловно, лето, максимальная жизненная активность, динамика. Органы ян – это тонкая кишка, органы инь – это сердце. Огонь отвечает за психику в целом. Структура тела получается сосуды, и звук голоса – это смех. Соответственно, эмоция – радость. Всегда помните, что наш мозг не разделяет понятия хорошо или плохо, и поэтому чрезмерная радость дает очень большую нагрузку на сердце, сосуды и психику. Сейчас я хочу дать вам практику на переключение кортекса парасимпатической нервной системы, то есть на успокоение, наведение баланса вот этой вот излишней радости, либо ярости. Будем делать глубокий вдох через нос и направляем внимание на хорошее, что есть в нашей жизни. За что мы благодарны? Себе, близким, миру в целом. Выдыхаем, и на выдохе мы говорим спасибо. Не обязательно вслух, это все можно делать про себя. Итак, пробуем. Вдох. Я благодарна себе за то, что мое умение видеть ситуации со всех сторон помогает находить правильное решение. Выдох. Спасибо. Итак, делаем 7 циклов, то есть вдох-выдох, вдох-выдох. Эта дыхательная практика благодарности даст вам возможность не только понизить этот переизбыток эмоционального напряжения, но и позволит увидеть, сколько хорошего есть вокруг вас и вас конкретно. А если возьмете за привычку использовать эту практику, то в любом случае тело вам скажет спасибо как минимум. Теперь давайте перейдем к примерам. Люди с качеством огня. Гарри Каспаров, шахматист. Он постоянно хотел быть первым. Это слова его мамы. Солнце, огонь. Огонь Ян всегда стабильно восходит первым и освещает всем остальным путь. Мне кажется, это очень символично. У людей энергия огня Ян иногда стираются границы дозволенного. Помните, я говорила про непрошенные советы или залюбить? Так, Гарри Каспаров, будучи школьником, мог абсолютно легко во время урока сделать замечание учительнице и, грубо говоря, сказать ей: значит так, ты не права. Одновременно с этим Каспарову нравится быть в центре внимания. Он от самого себя в этом моменте получает колоссальное удовольствие. Так же, как и солнце, да, я для всех, я для вас, вот какое я красивое. В общем, любит быть в центре внимания. В натальной карте
сам элемент личности у него тоже огонь Ян. Элемент личности – это один из 3 основ, которые влияют на характер человека. В этой карте энергии, качества огня Ян очень выражены. Давайте еще один пример. В этой натальной карте есть как янский, так и иньский огонь. Месячный столб полностью состоит из огня Ян. Этот столб, грубо говоря, за работу. Поэтому качества огня Ян сильнее у него проявляются на работе. Годовой столб отвечает в том числе за то, каким вас видит окружающий. И здесь, смотрите, присутствует иньский огонек, то есть чувственный, деликатный, сопереживающий. Это, кстати, тоже мужская карта. Какие встроенные проблемы со здоровьем мы можем предположить? Сердечно-сосудистые. Слишком горячая карта. Высокое давление может быть, либо какие-то другие воспалительные процессы. Обратите внимание, что первая, что вторая карта без часа рождения. Час, безусловно, важен для полноценного описания как характера, так и событийности, но и без этого мы с вами вполне реально видим эти качества, которые заложены при рождении. Согласны? Если вы будете больше понимать, почему делаете или не делаете что-то, то, скорее всего, не так сильно будете в дальнейшем к себе лично цепляться. Я рекомендую вам в любом калькуляторе построить свою натальную карту и посмотреть, из каких элементов энергия она состоит. Это и есть ваши качества характера. Я дальше в 3-м видео буду говорить про энергии Земли, дальше последовательно про металл, про воду. Слушайте их. Соберите все 5 и самостоятельно сложите вот этот свой пазл, свой, характер. Эти энергии, качества, они все природные. Можете смело сопоставлять. Первое видео там про дерево. Это второе. Пользуйтесь. Также пользуйтесь практиками, которые я даю и буду давать дальше в этих видео. Они не навредят, не бойтесь. Нейропластичность как раз состоит в том, что мы учимся замечать свои грабли, то есть те качества, которые уводят нас, принимать, то есть успокаиваться и делать так, чтобы эти грабли, например, вот в виде качеств этого же огня, не ранили в первую очередь нас самих и тем более окружающих. Обнимаю вас всех. До новых встреч. Комментарии, лайки приветствую. Пока-пока.